Привет всем подписчикам! Сегодня фильм «Цена страсти», 2011 год, автор сценария и режиссер Мэтью Чепман, в ролях Лив Тайлер, Чарли Ханнем, Патрик Уилсон, Терренс Ховард. Бюджет 10 миллионов, сборы 1,3 миллиона. Вскоре после премьеры канал IFC Films заплатил чуть более миллиона долларов, чтобы выиграть права на фильм у трех других участников торгов. Фильм в основном был доступен на канале IFC On Demand, поскольку был выпущен очень ограниченным тиражом и, будучи показанным в двух кинотеатрах, собрал 9216 долларов, фильм собрал 601 770 долларов международных кассовых сборов. Не совсем мне тут понятно, конечно, но, видимо, за сборы считают ту сумму 1,3 миллиона, которую заплатил канал IFC Films. Сюжет. Есть полицейский Холлис, который узнал, что он бесплоден. Но у него двое детей. Возникает вопрос, чьи тогда дети? В тот же день он должен заняться смертником, который стоит на карнизе и в 12 часов дня собирается спрыгнуть с крыши. И вот весь фильм коп уговаривает главного героя Гевина не прыгать, а тот в свою очередь рассказывает, как он докатился до такой жизни. Гевин разведен, работает заместителем управляющего в отеле. Он снимает комнату и делит ее с геем Крисом. Он знакомится с религиозной семейной парой. Ее зовут Шейна, мужа Джо. Шейна устраивается на работу горничной в отель, где работает Гевин. Семейная пара приглашает Гевина и Криса, думая, что они гейская пара, к себе на ужин. И, видимо, Джо хотел проповедовать, что гейство это мерзко, ужин не состоялся. В общем, Гевин и Шейна сдружились, и она рассказала, что в прошлом она была на дне, и что Джо ее спас, вытащил из этого дерьма и женился на ней. То есть она ему очень благодарна. Стоя на карнизе, Гевин признался копу, что в ту минуту, когда из Джо полезло это гомофобское дерьмо, он решил освободить его жену. Они сблизились, и Шейна решила уйти от мужа. Муж все узнал и устроил ловушку. Он удерживал Шейну в номере отеля, а Гевину сказал, что если он не спрыгнет в полдень, то Шейна умрет. И Гевин спрыгнул. А коп возвращается домой к жене и детям. Гевин убеждал копа, что главное, что они, дети, есть у тебя. Может быть, все не так, как тебе хотелось бы, но тем не менее. И когда перед ужином они берутся за руки, чтобы прочитать молитву, Холлис говорит: а сегодня мы молитву читать не будем. Почему? Потому что папа так сказал. Теперь о моих впечатлениях. Гевин и Джо спорили о Боге. Гевин говорит: когда я был маленький, да, я верил, но дети взрослеют. Санта-Клаус — нет доказательств, зубная фея — нет доказательств, Бог — нет доказательств. Победить в споре без доказательств можно только всех уничтожив. Отсюда все религиозные войны. Я прочитала в интернете, что автор сценария и режиссер Чепман — атеист и дальний родственник Чарльза Дарвина. Он написал где-то, что главный герой является первым открыто атеистическим героем в истории о религиозном конфликте. По словам Чепмана, это первый фильм с атеистической точкой зрения, когда-либо выпущенный в Америке. Его цель была в том, чтобы выпустить работу, в которой приводятся основные интеллектуальные аргументы в пользу атеизма, и также приводится мощный эмоциональный элемент против религиозной жестокости, и показать то, как в результате страдают люди. Почему главный герой прыгнул? Жить с чувством вины за смерть дочери — тяжкий груз. Если бы к нему добавилась вина за смерть любимого человека, то жизнь, наверное, была бы невыносимой. Кажется, я теперь понимаю, почему этот фильм был встречен критиками прохладно и почему он не окупился. Американцы же религиозны или делают вид, что являются таковыми. Перед трапезой читают молитву. Я уже где-то в обзоре говорила, что давно, когда ходила на работу и возвращалась с работы, ко мне подходили люди, давали журналы, говорили о Боге, звонили по телефону стационарному, даже кому-то приходили домой. И я вот думаю, к чему такая навязчивость? Я допускаю мысль, что кому-то в минуту отчаяния это необходимо, так легче. Ничего не имею против, но мне это не нужно. Вот и Гевин. Когда он был женат, он отвозил дочку в детский сад, по его вине произошла авария, дочка погибла. Они с женой расстались. Бог разве поможет ему вернуть дочь или жену, или даст кусок хлеба? Когда-то давно моему племяннику было лет 10, он с родителями гостил у нас на даче. Когда я приехала на дачу, я спросила, что они кушали. Он ответил: да что Бог послал. Меня это рассмешило. Почему мы так любим сказки? Я очень любила сказки про скатерть-самобранку. Раз — и много еды. Или волшебная лампа Аладдина. Потер лампу, появляется джин и исполняет твои желания. Но в жизни так не бывает. В жизни ты берешь себя за шкирняк и топаешь на работу. И в дождь, и в зной, и в снег. Раз в месяц получаешь зарплату, топаешь на рынок. Потом стоишь у плиты. Вот в судьбу я верю. На мой взгляд, неплохой фильм. Ханнем и Тайлер — симпатичные ребята.
Но фильм добавил мне пессимизма. Люди не понимают, не слышат, да и, собственно, не хотят понимать и слышать друг друга. Всем рекомендую. На сегодня все. Всем пока.